Я застряла. Привет, друзья! Вы на канале Карева Жизнь на Кипре. Очень много сообщений мы получаем на тему, какие развлечения для детей есть на Северном Кипре. И я как мама, подростка, а также маленького ребенка хочу сказать, что да, развлечений есть, но их немного. И если вы сами себя не развлечете, то вас никто не развлечет. Что касается подростков, то я могу с уверенностью сказать, что в возрасте 11, 12, 13, 14 лет не главное место, главное с кем. В этом возрасте главное для ребенка друзья. И когда мы приехали на Северный Кипр год назад, то у меня дочь очень скучала. Потом она познакомилась с ребятами в школе, на секции волейбола, куда я ее, можно сказать, насильно затащила. Потом она познакомилась в изо-студии с ребятами. И сейчас они с подружками, тут у них целая русскоговорящая банда, собираются, везде гуляют, ездят. В общем, сейчас она говорит, что Северный Кипр – это самое лучшее место на земле. Ей здесь очень нравится. Каждый день у нее там какие-то сборы с ребятами, они куда-то там ходят, в горы. В общем, только куда они не ходят. Вот, по подросткам я знаю, что здесь есть чем заняться. Мы гуляем по Алсанжаку, и с нами всегда гуляет целая стая собак. Они иногда гоняют котов, но они очень все добрые. И вообще, я не знаю, здесь... Ой, это чужая. Так, нельзя ругаться. Это не с этой территории. В общем, весь Кипр, он окружен собаками и котами. И каждую территорию, как охраняет, своя стая собак. В общем, здесь животными вообще какой-то мир такой. Очень часто смотрю, сидят коты, собаки подходят, их не трогают. Потом собакам становится скучно, и собаки их просто гоняют. Вот просто так. Не для того, чтобы их там укусить и прочее, а вот просто так. Сложнее с маленьким ребенком, который в этом возрасте не имеет столько друзей, и для него важен социум, для него важно вообще место, для него важна территория, где он может погулять, что-то изучить. И я скажу, что парков на Северном Кипре очень мало, их практически нет. И вот в нашем понимании парков, как вот у нас в больших городах, здесь нету каких-то скверов. Есть в районе Алсанжак, где мы живем, вот, мы только что были в парке возле нашего дома, хороший парк, дети там играют в футбол, собираются. И в начале Алсанжака есть большой парк, где большая территория с дорожками, где можно погулять, там, кстати, занимаются физкультурой взрослые люди. Также там маленькая территория, пятачок, где и детки развлекаются. Сейчас мы туда с вами съездим и покажем это место. Сейчас мы проедем минут 10 на машине в парк Алсанжак, в большой парк. Иногда мы ходим, гуляем в горы, иногда ходим на набережную в Лапту. В принципе, мест много. Мы гуляем в разных направлениях каждый день, по многу. Но вот таких каких-то скверов, парков здесь нету. А если есть, то, мне даже как-то не поворачивается язык назвать это парком. Какие-то, говорю, маленькие пятачки, где собираются дети, есть там пару горок и площадочка метр на метр. Также есть кафе с детскими комнатами, их немного, но они есть с небольшими такими там детскими бассейнами, с какой-то зоной игровой, достаточно примитивный, но все же можно съездить всей семьей, поужинать, там, и ребенок поиграет. Все-таки там социум, собираются дети, но таких немного кафе, там можно на пальцах одной руки пересчитать.
Есть в Ливхоше большой детский центр. Мы хотим туда также съездить, посмотреть его. Мы никогда там не были, но я знаю, что он очень большой и хорошие по нем отзывы. Так что поедем, прокатимся. Вот мы приехали в парк Алсанжак. Здесь очень большая территория с прогулочными дорожками. Сюда приезжают люди походить, позаниматься спортом, с колясочками прогуляться. Здесь сосны, красиво. Также есть небольшая такая пикниковая зона, там детская площадка и небольшое кафе. Сейчас людей нету, но летом, поверьте, здесь нету мест. Здесь просто там очень много людей. Я говорю, мест таких немного на Северном Кипре. И здесь собираются люди с Лапты, с Алсанжака, с Гирны приезжают погулять в таком вот лесочке. Здесь как раз тенек, летом не жарко. Также есть территория с очень красивым видом. Там проводятся занятия по йоге, силовые тренировки. Вот это самый большой парк на Северном Кипре. Площадки, вот, ребенок. Вы знаете, например, в районе Эскиле инфраструктура для детей намного богаче. Там много комплексов, там есть и детские комнаты при ресторанах и при комплексах, на пляже какие-то там тоже качели и прочее. Мне район Эскиле по инфраструктуре для развлечений и жизни детей нравится больше. Там везде тротуары, можно маневрировать между комплексами, гулять с колясочкой, с ребенком. Зашел там в кафешечку, если надо, на одну площадку в одном комплексе, на другую, на третью. А там сейчас вообще очень хорошо все разостраивается, там будут шикарные комплексы, и никто не запрещает приходить и играть. Мы любим приходить в этот парк, прогуляться. Здесь хорошо на роликах, на скейтах, на велосипедах кататься. На самом деле здесь очень много людей. Это сегодня спокойно, никого нету, потому что холодно. А киприоты очень боятся холода. А не киприоты, но люди, которые живут на Кипре, тоже очень боятся холода. Протяженность этой трассы 2,5 километра. Ну вот так вот можно 2 кружочка пройти, уже 5. Очень полезно, физкультура. Также в парке есть такая большая зеленая зона, где можно поиграть в футбол, вот так вот побегать. Знаете, как это полезно, выпустить пар ребенку, чтобы он, в общем, полезное русло его энергию направить. Есть баскетбольная площадка. Здесь ребята приходят, играют в баскетбол. На Северном Кипре, кстати, баскетбол очень хорошо развит. Вот футбол и баскетбол. 2 вида спорта, в которые здесь играют вообще всегда. И также вот тут есть такое местечко со зверушками, кафешки, детская комната, спокойно ребенка отдали, там бэбиситер, и он будет с ним играть, книжки читать на английском, на турецком. Ну, а если ваш ребенок уже достиг возраста 2,5 года, то вы можете вообще его отдать в детские садики. В Алсанжаке есть детский садик русский, «Золотая рыбка», и есть пчелка турецкий. О боже, Богдан, сколько сил у тебя. Я своего хочу отдать в турецкий сад, потому что сейчас такой у него возраст, через полгодика пусть идет в турецкий сад. Вот пчелка, я знаю, там там такой семейный у них бизнес, семейная обстановка, по 6-10 детей в группе, и он будет знать турецкий и английский. Они на турецком и на английском общаются с детьми.
Кстати, на Северном Кипре говорят, что дети поздно начинают говорить, потому что у них 4 языка у многих, кто приезжает. Вот, например, как у нас, это русский, белорусский. Ну, мы не разговариваем, конечно, на нем. Турецкий и английский ребенок может знать. И у них в голове такой бардак происходит, потому что он слышит везде речь на английском языке, на турецком, на русском. И он говорит, что позже дети начинают разговаривать. Итак, мы с вами немножко погуляли по парку, нагуляли аппетит. Вообще на Кипре мы много гуляем, поэтому здесь дикий аппетит. И сейчас мы пообедаем и поедем с вами в Лифхошу, в детский центр. Покажем вам. Что касается еще развлечений для детишек, хочу сказать, что, может быть, мест развлечений, каких-то торговых центров больших нету, и развлечений мало, таких парков, но вы понимаете, что Кипр – это курорт, и здесь самое главное развлечение, естественно, всегда это пляжный сезон. Когда начнется, то все дети пойдут там с ведерками, с лопаточками на пляж каждый день, по несколько раз в день будут там плавать, отдыхать. Поэтому, конечно, мы ждем пляжного сезона. Хочется уже побыстрее, не знаю, так, покупаться, позагорать. Немножко другая жизнь. Слава Богу, что на Северном Кипре спокойно. Здесь, кстати, спокойно. Мы собираемся большими компаниями. Вот вчера ходили на танцы. У нас интернациональная там компания. Там люди, много азербайджанцев, киприотов, с Казахстана девушки, с Украины, с России, с Белоруссии. У нас там прям целая такая банда. Мы танцуем. В общем, на Кипре, вы знаете, вот мне нравится, что собираются какие-то люди такие особенные, которые не хотят себе усложнять жизнь, а наоборот приехали сюда, чтобы как-то улучшить ее в психологическом плане, так точно. Итак, друзья, мы приехали в детский центр в Лифхошу. Здесь такой есть классный развлекательный центр для малышей разного возраста, горки есть, бассейн. Вот мы сейчас здесь будем резвиться. Вход стоит 35 лир, это всего лишь меньше $3. И ребенок может целый день здесь развлекаться. Посмотрите, какие здесь лабиринты. Центр на самом деле большой. В общем, нам сейчас здесь гулять не перегулять. Когда нашей старшей дочери было как раз-таки 2 годика, я помню, мы приходили постоянно в детские центры, она очень любила играть, там по 3-4 часа. Очень хорошая физическая активность, разнообразие. Итак, друзья, мы сегодня для вас сняли небольшое видео на тему развлечений для детей на Северном Кипре. Если погода хорошая, позволяет, можно погулять на улице. Захотели 30 минут от нашего дома, вот от Алсанжака, от Гирны, это вообще минут 15, и вы оказались вот в замечательном детском центре, где может ваш ребенок часами гулять и развиваться. Если вам понравилось видео такого формата, ставьте нам лайк. И подписывайтесь на наш канал. Если есть вопросы, пишите. До новых встреч. Встречаемся на Кипре.